Всем добрый день, меня зовут Валерия, мы с вами продолжаем марафон рецептов домашней натуральной косметики. И сегодня мы с вами будем готовить сыворотку, которая нам помогает избавиться от мешков, от отеков, от темных кругов и от морщин под глазами. Эту же сыворотку мы с вами можем применять и для лица, либо самостоятельно, либо обогащая ей уходовую косметику, добавляя буквально готовую смесь в виде 2-3 капель к своему уходовому крему. В таком случае сыворотка для лица в целом у нас будет работать опять-таки как противоотечное средство от купероза для повышения упругости нашей кожи. Значит, как следствие мы с вами будем разглаживать морщинки, и спустя время эта же сыворотка оказывает осветляющий эффект. Она выравнивает тон нашей кожи. И как мы с вами договорились, чем дальше, тем у нас составы будут более богаты. Сегодня мы с вами делаем трехкомпонентную сыворотку, простенькую, казалось бы, по составу, но очень и очень эффективную, благодаря тому, что мы сразу будем включать очень активные ингредиенты. Кстати, если вам интересна вот эта самая тема приготовления домашних сывороток, эссенций, пожалуйста, поставьте лайк и в комментариях укажите ту проблему, которую бы вы хотели решить. Ну, допустим, какая есть проблема, и, соответственно, под эту проблему мы с вами сразу будем готовить нашу домашнюю сыворотку или домашнюю эссенцию. Ну, а мы сегодня делаем с вами вот такую универсальную сыворотку. И для зоны вокруг глаз, и для зоны лица. Еще раз, основной акцент это противоотечный у нее. Итак, состоять наша сыворотка будет из 3 компонентов. Это масло виноградной косточки. Вкратце скажу, что это масло замечательно повышает само по себе упругость нашей кожи, укрепляет сосуды. Если посмотреть, мы еще для тела будем делать много рецептов, оно еще подтягивает хорошо кожу, особенно дряблую, да, и там, где есть растяжки. Поэтому у нас база, основа это масло виноградной косточки. Дальше мы с вами будем использовать масло шиповника. Очень богатое по составу, и это масло у нас здесь будет работать по нескольким направлениям. Но понятное дело, что оно великолепно само по себе омолаживает нашу кожу, поскольку здесь есть и каротиноиды, и витамин С, которые ответственны за выработку коллагена. Но вот этот самый витамин С нам будет помогать бороться и с отеками, и с мешками, и с темными кругами, и при этом повышать упругость кожи, ну, допустим, бороться с такой проблемой, как нависшее верхнее веко. И вот мгновенно фактически противоотечный эффект нам будет оказывать эфирное масло мяты перечной. Итак, у нас есть 2 масла, фактически базовых, да, и у нас эфирное масло мяты перечной, ментол, который обладает охлаждающим эффектом, еще раз повторю, практически мгновенно будет убирать отеки с нашего лица или с области глаз. И я вам на своем YouTube-канале делала массу видео, которые помогают нам бороться с отеками, с припухлостями в области глаз. Это применение солевых растворов, это самомассаж, это контрастное умывание. Но вот эта смесь помогает нам бороться с хроническими мешками, с хроническими отеками, которые связаны не только с тем, что у нас какой-то недосып был, бессонница или переезды, а именно с тем, что у нас еще идут процессы старения, да, и нам важно повышать упругость нашей кожи. Поэтому это работа на перспективу, это закрепить результат. Итак, что мы с вами делаем? Смотрите, я приготовила сразу вот такой вот пустой флакончик. И я буду сюда заливать наши масла. Это не совсем, конечно, удобно, но я буду сразу готовить. Поскольку мы с вами используем эфирное масло, оно летучее. Поэтому нашу смесь, во-первых, я не советую делать в большом количестве. У нас здесь нет консервантов, поэтому храниться она сможет недолго. В холодильнике это до 3-4 недель. Если вы поставите просто смесь где-то у себя в комнате, не удивляйтесь, если она у вас буквально через неделю пропадет. Поэтому я сразу стараюсь делать смесь, переливать ее в бутылочку, хранить в холодильнике и делаю небольшое количество. Это первый момент. Второй момент, смотрите, эфирное масло, оно летучее, поэтому если у нас будет открытая мисочка где-то стоять, то эфирное масло у нас очень быстро улетучится, а нам важно, чтобы наша кожа получала как раз-таки в свою порцию ментола. Поэтому либо вы делаете в отдельном мисочке, переливаете, и, кстати, желательно, конечно, иметь вот такие темные флакончики, потому что там, где присутствуют каротиноиды, присутствует витамин С или другие витамины, они очень быстро на свету пропадают. Видите, вот
Поэтому лучше использовать именно темные бутылочки. Ну, я думаю, в холодильнике по мере необходимости небольшое количество, ничего страшного. Итак, смотрите, на нашу порцию, вот мы сегодня делаем объем небольшой, но его мне хватает буквально на 2-2,5 недели, поскольку, смотрите, еще раз повторю, нашу смесь вы можете использовать самостоятельно вместо уходового крема, я вам дальше покажу, а можете ей обогащать свою косметику, поэтому расход будет индивидуальный в зависимости от того, как вы применяете самостоятельно. Можно, допустим, делать маски, это замечательная смесь омолаживающая, и опять-таки будем мы применять только на зону вокруг глаз, да, или же на все лицо. Главное, вы потом сможете сделать, допустим, больший объем, но вот в этих пропорциях, которые я вам буду показывать. Итак, нам нужно взять 2 чайные ложки масла виноградной косточки. Сейчас я буду все очень аккуратно переливать. Итак, 2 части масла виноградной косточки. Можете добавить небольшое количество, если масло очень густое, остается на ложке. Да, на самом деле все вот эти драгоценные масла наши лучше вот вымерять более или менее четко, да, и не давать им возможности пропадать. И теперь смотрите, к этому количеству мы с вами добавляем 1 чайную ложку масла шиповника. Целую 1 чайную ложку масла шиповника. У меня все продукты, которые я здесь использую, я их покупаю на сайте iHerb, поставлю ссылку на них в описании под этим видео. То есть это проверенное качество, проверенные производители, которые очень хорошо работают. Смотрите, у нас как бы масла немножечко расслоились. Теперь их тщательно перемешиваем. Вот просто встряхивая, да. И у нас получается по объему 1 столовая ложка. 3 чайные ложки масла, то есть это фактически 1 столовая ложка. И теперь на вот этот объем масла мы с вами добавляем буквально 1 каплю, не больше, 1 капля, строго 1 капля эфирного масла мяты. Проследите все. Если вы добавите больше, для вашей кожи это будет испытание. То есть идет сразу аромат мяты. Если вы вдруг добавили больше, увеличивайте объем масел базовых, соответственно, пропорционально. Все. Тщательно смешиваем, опять встряхиваем, и наше масло готово. То есть кажется небольшой объем, на самом деле расход у него очень маленький, минимальный. Кошка беснуется у меня за то, что я ее выгнала, не даю участвовать в съемках. И теперь смотрите, я поменяю ракурс камеры, буду наносить это масло и буду вам рассказывать. Главное, еще раз запомните, 2 части масла виноградной косточки, 1 часть масла шиповника, и на 1 столовую ложку, да, получается на 2 части плюс 1 часть в чайных ложках 1 капля эфирного масла мяты перечной, не больше. Поскольку мы с вами будем обрабатывать кожу возле глаз, во-первых, выраженный охлаждающий эффект, во-вторых, тонизирующий и противоотечный. Если вы много масла добавите, у вас начнут течь слезы, вы почувствуете вот этот холодящий эффект. Да, в плане отека, конечно, результат будет гораздо более выраженный, но в плане комфорта глазам будет очень и очень неприятно. На протяжении всего видео вы будете слышать вот этот вот кошачий противный голос, потому что ее очень хотелось в кадр, а ее никто не пускал. Ну и теперь настало время показать, как я применяю сыворотку. То вот раннее утро, видно, что у меня отеки под глазами, особенно меня волнуют здесь вот малярные мешки. А с этой стороны, видите, у меня еще не разошлись морщины, заломы после сна. Так вот, я вам уже сказала, что эту сыворотку можно применять несколькими способами. Во-первых, самостоятельно. В таком случае мы ее наносим вместо уходового крема, оставляем на 5-7-10 минут и после этого промакиваем лицо бумажной салфеткой. То есть обязательно остатки масла нам нужно убирать. Либо же мы обогащаем этой смесью свою уходовую косметику. Ну вот давайте я сейчас просто-напросто нанесу небольшое количество нашей смеси, нашей сыворотки вместо уходового крема. И обязательно вот кошка в этот момент, она обязательно должна услышать, что весь процесс идет без нее. И нужно покричать.
Вот видите, расход буквально минимальный. И то, что я вам говорила, очень важно, чтобы мы с вами не наносили большое количество эфирного масла мяты. То есть сейчас будут чудеса на ваших глазах, буквально преображение, буквально все вот эти вот мешочки будут уходить. А можно просто оставить эту масляную смесь, не вбивая, да, вот дать ей естественным образом 5-7-10 минут повоздействовать на вашу кожу. И потом, когда вы промакиваете веки, допустим, салфеткой, вы видите уже результат. Ну, а я пока буду вот пальпировать, да, помогать еще самомассажем своей кожи. Я вам расскажу. Итак, можно обогащать свою косметику. Допустим, если мы планируем применять нашу сыворотку на область вокруг глаз, то в таком случае мы выдавливаем небольшое количество своего уходового крема для зоны вокруг век и к ней добавляем буквально 1 каплю нашей сыворотки. Здесь, смотрите, еще очень важен какой момент. То, что я вам проговорила, ментол эфирного масла, мяты перечной, он будет действовать мгновенно. То есть вот наша задача практически мгновенно убрать отеки, запустить механизм устранения темных кругов и мешков под глазами. Но я вам уже тоже проговорила, что если у нас с вами дряблая кожа, то она растягивается, да, и она провоцирует образование мешков. И нам в таком случае очень важно повысить упругость. Поэтому сыворотка наша работает и на мгновенный результат, и на перспективу. Но я вам советую обязательно попробовать вот такой способ, как я сейчас делаю, да, и посмотреть, как ваша кожа реагирует. Потому что у меня очень сильное эфирное масло мяты, очень сильно. И это хорошо в плане борьбы с отеками. Но у некоторых людей вот все равно они могут ощущать вот этот холодящий эффект в области глаз. Да? Первые там несколько минут может даже показаться, что вот-вот выступят слезы. И, возможно, вам вот такой вариант применения вот этой сыворотки в чистом виде не совсем будет комфортным. В таком случае вы можете вот такой массаж сделать, как выдавить чуть больше своего уходового крема, добавить пару капель, там 2-3 капли этой сыворотки, да, смешать и вот просто-напросто помассировать свое лицо. То есть нужно индивидуально посмотреть, как ваша кожа реагирует на эту сыворотку. То есть сыворотка великолепная, да, но если нам не совсем удобно и некомфортно применять так, как я рассказываю, то нужно найти свой способ, свой метод. Так вот, да, либо просто обогащаем уходовую косметику, и она у нас работает и мгновенно на перспективу, омолаживая нашу кожу. Ты посмотри, как она разошлась, кися молодая. Или мы, допустим, делаем самомассаж. Ну и, соответственно, если мы с вами хотим нанести нашу сыворотку на все лицо, то в таком случае мы выдавливаем небольшое количество нашего уходового крема, добавляем уже больше, там 2-3 капли на все лицо, наносим. И в таком случае мы с вами боремся и с отеками, и с явлением купероза. И вот смотрите, вот такой вот немножечко пальпирующий самомассаж, да, постукивающий, правильнее будет сказать, пальцами пальпирующий, постукивающий, можно так, да, можно просто вот таким. Главное делать все по массажным линиям. И смотрите, как сразу преображается кожа век. Во-первых, приподнимается верхнее веко, наше опущенное веко, проблема, да. И мы с вами запускаем все вот эти механизмы по нижнему веку. Теперь смотрите, вот вам могло показаться, да, я иду вот так вот по массажным линиям, и тут вы вот увидели вот такой элемент в противоположную сторону. Так можно делать, если вы четко, да, не растягиваете кожу, и у вас она не прилипает к пальцам. Если вы сомневаетесь в чем-то, делайте все по массажным линиям, по верхнему веку. Вот так вот, да, вот переносится к вискам. То есть от внутреннего уголка к наружному, от наружного к внутреннему. Все, делаете вы такой самомассаж, опять-таки 5-7, ну может быть 10 минут, сколько у вас есть времени. За это время у вас масло впитывается в кожу. Вы точно так же промакиваете, если оно остается остатки, бумажной салфеткой, и у вас запускается весь вот этот механизм. Лимфодренаж. Микроциркуляция. У вас мешки и отеки прямо уходят на глазах. Еще раз повторю, это дело ментола. Но не надо много мяты перечной впихивать в нашу сыворотку. И, конечно, смотрите, расход. Да? Одна процедура, у меня фактически небольшое количество.
Так что вот такая вот для вас замечательная сыворотка. Берите ее себе на вооружение, применяйте самостоятельно, либо со своей уходовой косметикой. Можно эту сыворотку еще с помощью ее делать масляные маски 2-3 раза в неделю. Допустим, если у вас опять-таки задача повысить упругость кожи, побороться с мешками, просто наносите в качестве маски, промакиваете и дальше ухаживайте за своей кожей, как хотите. Если это лицо, ситокупероз, можно наносить на проблемные зоны, например, на щеки, крылья носа, там, где есть купероз, оставить опять-таки на 5-7-10 минут. Можно на все лицо, просто как масляная, питательно, тонизирующая, увлажняющая, противоотечная маска. Так что вариантов масса и расход минимальный. Берите себе на вооружение, будьте здоровы!